Привет, ребятушки! Diamond Select перевыпустила фигурки Гигантский рубеж 2. Сейчас мы рассмотрим их и сравним с ботлик-версиями китайских, которые являются копией Bandai. Bandai не перевыпускала, потому можно сейчас сравнить только с бутлегами. Начнем мы с главного героя, Gypsy Avenger, бродяга-мститель. Видите, насколько Diamond Select больше копий Bandai. Diamond Select раньше выпускался вот в таких вот пузатых упаковках. Сейчас они стали поменьше. В чем плюс? В том, что те упаковки занимали больше, намного места при транспортировке. Фигурки отличаются по размеру. Если Diamond Select это 20 сантиметров, то копия Bandai это 16 сантиметров. На примере железного гиганта покажу, насколько была больше упаковка. Видите, когда она была пузатой. Так вот фигурки выглядят без упаковки. Видите, насколько у Diamond Select больше аксессуаров. Видите, у Diamond Select такая штука есть. Потом две дополнительных пилы. Если у Diamond Select такие уже закреплены, то копии Bandai надо закрепить. Вот видите, как они выглядят. Так, ну давайте рассмотрим робота. Первого рассмотрим. Сначала рассмотрим Diamond Select. У прошлой генерации у него была проблема с хлипкими суставами. То есть вот так она болталась. У новой генерации суставы тоже остались мягкие, но они как бы не падают. Вот так можно поднять ногу. Видите, большой проблемы я не вижу. Так, сустав вот так может выгнуться максимально. На шпагат горизонтальный он не сядет. Здесь вот такой вот сустав. Значит, суставы здесь в руках такой тугенький сустав. Локти сгибаются легко. Колено тоже тугое, а здесь очень хлипенький сустав. Ну как хлипенький, слабенький по сравнению с другими. Проработка робота очень классная. Скорее всего, они ничего не стали менять. С прошлой генерации просто так же выпустили суставы. Не меняли. Такая вот покраска. Классный робот. Только какой-то худенький, мне кажется. И здесь вот этот сустав. Такое, мне кажется, слабое место его будет. Так снимается. Вот так его можно усадить. Так, и рассмотрим аксессуары. Такой вот классный клешня. Видите, как крепится. Классная проработка. Следующая пушка. Такая офигенная. Меч. Помните, в фильме у него в одной руке такая пушка, а в второй меч был. Такая проработка. Ну и две пилы. Одинаковые. Так вот выглядит вблизи. И две кисти. Так вот выглядят две кисти. Шу. Перейдем к копии Bandai. Рассмотрим сначала его повнимательней. А потом сравним уже с Diamond Select. Так, начнем с суставов. Так, суставы слабенькие. Не хлипкие, но чуть слабые. Я не знаю, какие должны быть идеальные. Вот тут вообще очень слабый сустав. Ну, как по мне,
Идеальный сустав — это такой средней жесткости, не тугие и не хлипкие. Так, ноги. Как у нас могут ноги изгибаться? Вот так вот. Больше. А больше шпагат он садится. Так вот загибается. Артикуляция, по-моему, у него чуть побольше. Diamond Select так не может, у него вот так только загибается нога. Хорошая проработка, хорошая покраска. У меня копия на 4 с плюсом. Главное, чтобы у копии были хорошие суставы. Это вечно не дорабатывают. Рассмотрим аксессуары. Такая вот пушка. Так она отличается от Diamond Select пушки. Видите, тут типа с каким-то пламенем таким прозрачным сделано. Такой вот чуть-чуть кривенький меч. Видите, как отличается от это Diamond Select. Что мне нравится в Diamond Select, здесь есть покраска, видите, здесь хорошо видно, здесь просто цветной пластик, краска добавлена, то здесь сама фигурка покрыта сверху, пластик покрыт сверху краской. Это плюс фигурка всегда. И 2 кисти, там в комплекте идет с сжатыми кулаками. Так, ну и что, сравним 2 фигурки. Мне фигурка Diamond Select больше нравится, потому что она больше размера, да и покраска у нее есть. Вот видите, как классно с металлическим металлик финиш, как американцы пишут. Здесь просто обычный пластик цветной. Но единственное, что мне нравится Diamond Select, это вот хлипкий сустав в районе таза. Как бы минус ставит фигурки. А вообще, вы должны решить, какую вы коллекцию будете собирать. Коллекция Diamond Select больше. Valor Mega, Kaiju Drone, November Ajax. А у этих копий такого нету. Здесь чуть меньше выпускают. Если вы решите выбирать серию Diamond Select, то уже придется покупать фигурки все от одного производителя, потому что видите, насколько отличается размер, будет не очень. А так фигурка копия Bandai тоже вполне неплохая, она стоит дешевле, раза в 1,5. Так что если хочется сэкономить, то вполне сойдет и фигурка копия Bandai. Скажу немного за смену аксессуаров. Если у Diamond Select это проходит практически без особых усилий, то поменять вот левую правую кисть у копия Bandai стоило больших усилий, потому что там была дырка меньше, чем сам крючок сустава, на который одевается. И пришлось, как говорится, доработать напильником. Так что имейте в виду. Копии, кроме суставов, еще вот существует часто трудность с заменой дополнительных аксессуаров. Если у Diamond Select суставы все идут со своим таким насадочным механизмом, то у копии Bandai эта штука, она общая для всех сменных суставов. Приходится вытаскивать отсюда и отсюда. И, в общем, трудность еще та. А у Diamond Select, конечно, суставы менять приятно. Со щелчком так защелкиваются. Никаких затруднений. Вот такие вот клевые пилы. Diamond Select. Рассмотрим второго главного героя. Это Obsidian Fury, главный злодей во втором фильме. Различия в размере присущи также этим двум фигуркам.
То есть слева у нас 20 сантиметров, а справа 16 сантиметров. Так вот фигурки выглядят без коробки. Я, кстати, немного ошибся. Значит, Diamond Select у нас 22 сантиметра, а копия 17 сантиметров. Видите отличие? Здесь опять Obsidian Fury, а Diamond, видите, покрыт какой краской. Копия Bandai, просто цветной пластик. Здесь у нас, вы видите, идет в комплекте два меча, а у Diamond Select уже они одеты по умолчанию, эти два меча. Ну и так же самое, количество аксессуаров одинаковое. Здесь у нас открытые кисти в комплекте, здесь закрытые кисти. Здесь в комплекте открытые, здесь закрытые. Комплектация 1.1. Посмотрим, как отличаются мечи. Видите, несмотря на то, что Bandai меньше фигурка, а длина меча у нее такая же самая, как у Diamond Select. То есть здесь у нас горящий, типа оранжевый меч. А здесь вот просто пила такая. Давайте поподробнее сначала рассмотрим фигурку Diamond Select Obsidian. Вторая по популярности фигурка после Ipsy Avenger. Так, что у нас тут по суставам? Это средней жесткости. Это чуть меньше жесткий. Здесь сустав средней жесткости. И в плече, и в локте. Так. Так вот максимально. Так он может выгибаться. Так интересно, нога сделана. Вот так вот выгибается максимально. Средней жесткости сустав, как я люблю. Здесь также чуть-чуть клипенький сустав. Вот такая вот кисть. Перейдем к копии Bandai. Такая вот фигурочка. Здесь, видите, нету оранжевого. Вполне нормально сделано на четверочку. Так, что у нас по суставам тут? Здесь рука выгибается аж вот так. Больше, чем у... О, видите, кстати, отпадает. Походу, или надо приклеить, или он так собирается. Здесь уже слабенький такой сустав. Ну, не хлипенький, просто слабенький. Здесь тоже слабенький. Так. Вот так вот максимально. Наш пока горизонтально не сядем. Также вот так же выгибается. И здесь средней жесткости, как я люблю. Суставы примерно одинаковые. Так, ну и давайте теперь сравним роботов. Понял, зачем тут снимается, чтобы одеть. Видите, сюда вставляется меч. Интересно сделано. Видите, какие тут такие вставляются не совсем просто. Надо приложить усилия. Вот, теперь с мечами получше будет. Ну что, какая вам фигурка больше нравится с мечами? Мне, конечно, больше нравится,
оранжевый меч. Как-то поприкольнее смотрится, такой огненный. Но фигурка Diamond, конечно, сделана покачественнее. Если мне вот эти слабые суставы здесь в районе таза, то вообще было бы на пятерочку. Вот так. Обеим фигуркам ставлю 4. Так они выглядят в бою. Вот так они выглядят сзади. Сзади, конечно, Diamond Select поприкольней. Третья популярность робот — это Титан Ридемер. Вот так вот фигурка Титан Ридемер выглядит без упаковки. Уже не такое большое отличие в размере, как между двумя прошлыми. 16 и 15 сантиметров у них размер. И здесь опять офигенная такая зеленая покраска. Комплектация у них по одной кисти, но у копии Бандай есть такой маленький робот. Здесь побольше шар. Ну, а здесь обычный в массе крашеный пластик. Вот так они выглядят сзади. Здесь что отличается серым покрашено, а здесь зеленым. Так практически одинаковые. Здесь кисть, а здесь ступня черная, а здесь у нее зеленая. Конечно, Diamond Select здесь прям на пятерку. 4 с минусом. Копия Бандай. Давайте рассмотрим суставы. Здесь прям в плечах артикуляции очень мало. Практически не двигается в плечах. Только вот так. В локте средней жесткости. Такая прикольная кисть. Здесь аналогично. Средней жесткости как надо. Такая прикольная. Шар такой с шипами классный. Так, здесь у нас такой вот шпагат. Сустав здесь уже не такой хлипкий, как у предыдущих. Пожестче. Колени прям не сгибаются. Жесткий сустав. Вот так вот выгинается. Здесь прям очень жесткий сустав. Прям был удивлен. Боишься сломать, когда сгинаешь. В общем, артикуляция у робота на 3 с минусом. Ну, в плане того, что маленький ход и по жесткости. А сам робот выполнен очень качественно. Прям мне очень нравится. Перейдем к артикуляции копии Бандай. Сам робот мне не очень нравится, как выполнен. Что у него с артикуляцией. Так, здесь, конечно, руки в плечах больше, шире поднимаются. Вот прям такая приятное сгибание. Так, здесь у нас тоже прям шпагат, смотрите какой. Артикуляция бандайского получше будет. Здесь тоже такой мягенький сустав. Смотрите, как загибается. По артикуляции тут прям 4 с плюсом. А Diamond Select 3 с минусом. Видите, наоборот, если по качеству свой заставлять робот, здесь троечка, а здесь пятерочка, то по качеству суставов так вот
Удивил. Следующий по популярности это Saber Афина. Вот так вот выглядит коробки рядом. Вот так вот выглядит Saber Афина. Без упаковки. 20 сантиметров слева Diamond Select, 16 справа. Копия Bandai. Видите, насколько копия Bandai ярче. Цвет. Такой прям кабачок. Мне этот цвет больше нравится, Diamond Select. Давайте посмотрим. Как всегда, здесь покрасочка. У него такой пластик в массе окрашенный. Видите, здесь отличия. Сразу видно, как грудная часть отличается. Голова тоже, видите. Здесь такая Diamond Select поприкольней. А вот сзади, видите, как выглядят. Однозначно, по внешнему виду Diamond Select пятерка. Копия Bandai 4 с минусом 3. Видите, здесь сколько крашеных деталей. Здесь полоски. Здесь, на руках, а тут очень мало. Здесь в основном все оранжевое. Рассмотрим поближе. Мне очень нравится прям Афина с своими клинками. Прям все так проработано четко. Классная фигурка. Так, ну и суставы. Так, руки вот так вот у нас могут выгибаться. В локтях средняя жесткость. Так, в тазу сустав. Вот так вот максимум может. Тоже чуть хлипенький сустав. Жесткости не хватает. Коленки прям мягкие. Так, максимально. Diamond Select получается офигенные фигурки, но маленькие у них нюансы в суставах. Такие хотелось бы. Вот тут тоже хлипенький. Хотелось бы пожестче сустав. Уже, конечно, это как-то решить напильником, как говорится, допилить. Но хочется, чтобы из коробки было идеально. По суставам троечка. Вот такие два меча. Такой вот большой меч. Такие две кисти. Классные. Смотрите, как проработанные кисти. Перейдем к фигурке от Bandai. Такая вся оранжевая, как морковка. Такие, видите, мечи идут. Так, что у нас тут? Видите, как сустав крепится. Такую пупырышку. Менять кисти у Diamond Select вообще удовольствие. А тут, конечно, меньше удовольствия. Но и тут по традиции уже больше диапазон регулировок. Видите, как руки широко можно расставить. Средней жесткости сустав. Здесь чуть похлипче, но тоже нормальный. Не скажу, что сильно хлипкий. Нормальный. Ах, артикуляция какая. Видите, как можно растянуть. Так, в колени слабенько, не хлипенько. В общем, за суставы 4 ставлю. А Diamond Select 3.
Сравним еще, как отличаются мечи. Видите, вверху меч Bandai, а внизу Diamond Select. Практически одинаковые по размеру. Вот так с мечами обе фигурки выглядят. И последнее сравнение. Это Guardian Brava. Вот так вот коробки выглядят в сравнении. Вот так вот фигурки выглядят без упаковки. Видите, у Бадаевского 2 хлыста, а у Diamond Select 1. Такая шикарная покраска у Diamond Select. Хлыст непрозрачный. И 3 кисти. 2 кулака и такая открытая. Ну, здесь у нас традиционно в массе покрашенный пластик. И 2 прикольных прозрачных хлыста. И 2 сменные кисти, такие открытые руки. Так вот сзади выглядят фигурки. Diamond Select, конечно. Намного детализированней. Мне больше цвет нравится, такой темно-вишневый. Так, рассмотрим Diamond Select поближе. Такой у него сустав. Походу вообще в бок не выгинаются, только вперед-назад. Средней жесткости. Здесь жесткий сустав. Так, тут ход небольшой, как говорится, подвески ног средней жесткости. Здесь уже пожестче сустав, чем у предыдущих роботов. Ох, колени опять тугой. Вот так вот колено максимум выгибается. Суставы на 3. Рассмотрим поближе копию Bandai. Здесь такие модные хлысты прозрачные. Так, ну и суставы. Суставы традиционно имеют большую артикуляцию. Практически горизонтально, руки можно выгнуть. Нормально они распадаются. Средней жесткости. Здесь тоже такой глубокий шпагат горизонтальный. Так аж нога загибается. В общем, суставы 4 с плюсом. Кстати, вот видите, съемная такая штука. Не пойму, зачем ее сделали съемную. Так вот роботы выглядят друг с другом. У Diamond Select намного больше хлыст. Но прозрачные хлысты копия Bandai мне больше нравится, притом их 2. На этом обзор сравнения фигурок Diamond Select и Bandai закончен. В следующем ролике мы сделаем просто обзор оставшихся 3 фигурок Diamond Select. Пока.